Поступаю в элитную академию, но притворяюсь обычным парнем. К сожалению, его серьезный комплекс сестры и привычка попадать в неприятности лишают его шансов остаться незамеченным. Через несколько минут после поступления он случайно побеждает одного из сильнейших дуэлянтов в кампусе, что вызывает цепную реакцию и привлекает к нему слишком много внимания. От врагов, студенческого совета и почти всех опасно могущественных девушек в академии. В один из спокойных дней Мигери Аята поймал салфетку, которую унесло ветром. Выяснив происхождение этой салфетки, он использовал свою инверсию, чтобы вернуть ее владелице Алексии, которая переодевалась перед школой. Вместо того, чтобы вести себя естественно и столкнуть его с окна, Алексия попросила его просто отвернуться. Аята подумал, что Алексия даже не услышала его объяснения насчет салфетки. Он был удивлен, узнав, что она все слышала, поэтому отдал ей салфетку, и Алексия так растрогалась, что почувствовала себя обязанной ему. По крайней мере, так думал Аята, когда Алексия попыталась его прогнать. Буквально, хотя Алексия и удивилась, что он выжил после нападения, она дала понять, что не может закрыть глаза на то, что Аята проник в женское общежитие и подглядывал за девушкой, когда она раздевалась. Несмотря на постоянные объяснения Аята, что он новый студент в академии, Алексия была полна решимости решить этот вопрос раз и навсегда с помощью дуэли. Что еще хуже для парня, Аята получил меч от публики, которая жаждала увидеть этот поединок. Теперь, когда правила были объяснены, дуэль началась всерьез. К всеобщему удивлению, Аята с относительной легкостью уклонялся от безжалостных атак Алексии. Несмотря на это, Алексия не сдавалась и нанесла еще более мощный удар, надеясь, что Аята не сможет выжить, но он прорвался сквозь ее атаку своим мастерством фехтования. Однако вместо того, чтобы снять с нее значок, Аята набросился на Алексию и повалил ее на землю. Девушке не потребовалось много времени, чтобы понять мотивы Аята, но она не могла не настаивать, чтобы он слез с нее, особенно после того, как поняла, что он прижимается к ее груди. Публика была возмущена этим зрелищем, особенно поклонники Алексии, но прежде чем ситуация накалилась, вмешалась президент студенческого совета Клаудия и прервала их перепалку, особенно подчеркнув, что Аята пока не является студентом академии. К его удивлению, Клаудия оказалась в том же классе, что и Аята, поэтому она настояла, чтобы он вел себя с ней более непринужденно, хотя сама не могла позволить себе вести себя так же с ним. Она призналась, что она коварная психопатка, которая готова на все, чтобы показать Аята, насколько она открыта, прежде чем назвать все это шуткой. Это должен был быть я. Это несправедливо. Когда они пришли в кабинет студенческого совета, Клаудия с помощью голограммы подняла нового парня высоко в небо и рассказала ему о других академиях в Астериске, таких как Гардвард, Элкат, Джай Лонг, Лью Блэк, Королева и, наконец, Садакан. Эти академии собирают лучших представителей Генселы со всего мира, чтобы раз в год устраивать между ними поединки, которые называются ФЕС, и именно поэтому существует Астериск. Поскольку в последние пару лет у Седаки были ужасные результаты, Клаудия призвала Аята выиграть ФЕС в этом году. Для нее все стало ясно, когда Аята сказал, что ему нужно узнать о присутствии его сестры в этой школе, так как у нее уже были следы неизвестной ученицы, которую Аята сразу же опознал как свою сестру Харуку. Но больше всего его беспокоило присутствие у нее сэра Версти, известного опасного оружия, принадлежащего Седакину. И все же последние данные об этом оружии были собраны 5 лет назад. Поэтому Клаудия пришла к выводу, что Харука, скорее всего, больше не в академии, и это его устраивало, так как он был там, чтобы разобраться, что делать со своей жизнью. Поскольку он был студентом-переводчиком, Аята мог выбрать любое оружие из арсенала Садака, включая сэра Эстуру. До тех пор Аята придется использовать другой меч. Что касается документов для перевода, Клаудия обняла Аята на мгновение, прежде чем сказать, что ему это не нужно и что она солгала. Он давно был идеальным кандидатом для этой академии, и это была идеальная уловка, чтобы вытащить его из той дуэли. Когда все эти вопросы были решены, Аята представил его классный руководитель Киюкаи Цудзаки остальным ученикам, включая Алексию, которая была взволнована тем, что ее назвали сообщницей Аята по очевидным причинам. Когда день закончился, Аята попытался разрядить обстановку между ним и Алексией. В ответ Алексия поблагодарила Аята за то, что он спас ее, но дала понять, что не хочет с ним общаться. Когда она вышла из класса, Айша Ибуки сказала новому парню, что это принцесса Алексия Фрейя, а затем представилась сама. Когда они вышли из класса, Аята узнал от своего нового друга, что Алексия – наследная принцесса вымышленной страны Ли-Султания. Но самое главное, что она одна из немногих стрек в Генселе. Несмотря на такое впечатляющее прошлое, никто не знает, почему Алексия учится в этой академии.
Девушка знала, что привлекает к себе много внимания, поэтому она постаралась, чтобы все знали, что она не какое-то шоу уродов, на которое можно пялиться. И чтобы еще больше подчеркнуть это, она участвовала в бесчисленных дуэлях, чтобы быстро подняться до 5-го ранга, и все же стала тем отстраненным человеком, которого все знают сегодня. Когда Аята вернул меч, который одолжил Ебуке, и объяснил, как он понял, что это его меч, из толпы. Мальчики заметили, что Алексею окружил неуверенный в себе альфа-подражатель по имени Лестер и двое его приспешников Рэнди и Сайлас. И нет, я не говорю о Сайласе из League of Legends, который был в ярости, что Алексия вышла на дуэль с новичком, а Лестер хотел бросить ей вызов. Он может быть на 9-м месте в классе и на первой странице, но Алексия трижды побеждала его во всех дуэлях, и все же он настаивает на еще одной. Алексия не хотела с ним драться, но когда Лестер заставил ее уронить салфетку на пол и высмеял ее причину пребывания в Содокане, Лестеру теперь не поздоровится. Буквально, когда Аята увидел, как все это происходит, он вспомнил, как его старшая сестра Харука напомнила ему, что отец запретил ему драться из-за его неспособности контролировать свои силы. Поэтому она дала понять, что ему разрешат драться, когда он поймет, чем хочет заниматься в жизни. Когда юный Аята задал Харуке тот же вопрос о ее цели в жизни, она ответила, что должна сражаться, чтобы защитить Аята. Поэтому Аята поклялся тоже сражаться, чтобы защитить свою сестру. Прежде чем он это осознал, Аята понял, что это был всего лишь сон. Выйдя на улицу, чтобы начать утреннюю зарядку, Аята вспомнил, что произошло вчера в парке, где он вмешался в спор и чуть не получил от Лестера, который решил пока отступить. Увидев это, Алексия не могла не восхититься смелостью Аята, надеясь, что это не случайность, ведь Сиакан не прощает ошибок. Аята, с другой стороны, было любопытно узнать, почему Алексия здесь, и оказалось, что из-за денег. Чтобы их получить, ей нужно победить на всех фестивалях, которые ей встретятся, начиная с фестиваля Феникса. Единственная проблема в том, что у Алексии нет партнера, с которым можно было бы участвовать в мероприятии, потому что у нее вообще нет друзей. И она выглядит неудачницей, несмотря на все попытки это опровергнуть. Тем не менее, Алексия надеялась, что у ее партнера будут хотя бы боевые навыки 1-го уровня, а также какие-нибудь нереальные королевские качества. Хотя Ебуки хотел еще немного посмеяться над этой так называемой принцессой, его обязанности требовали большего внимания. Теперь, когда он ушел, Аята наконец-то увидел, как Алексия немного смеется. Даже если это было из-за того, что он не мог вспомнить дорогу в общежитие для мальчиков. Этот краткий момент радости сменился полным недоверием, когда Аята попросил Алексию показать ему академию и город, когда у нее будет время. Но она согласилась, когда Аята сказал, что это будет его благодарностью за то, что он спас ее в тот день. Вернемся в настоящее время. Весь класс был ошеломлен, когда увидел, что Алексия поздоровалась с Аята к ее большому раздражению. Аята, с другой стороны, был удивлен, увидев знакомое лицо. Его подруга детства Сая, которая уехала за границу 6 лет назад. К ее удивлению, Аята не заметил, что она стала выше, хотя она такая же высокая, как Путин. Однако, когда ее спросили о ее отце, Сая пожелала, чтобы он меньше работал, особенно после того, как отправил ее в школу, чтобы продвигать там свое новое оружие. Конечно, это не значит, что у Сеи были свои причины присоединиться к Седоке. Но она предпочитает держать их в секрете. К счастью для Ебуки, которому угрожали расстрелом за смешные идеи, пришла профессор Киюка, чтобы наказать девочку за пропуск вчерашнего урока, хотя я не могу винить ее за то, что она была заложницей в своей постели. Когда урок закончился, Алексия была готова показать Аята кампус. Поскольку он был Сёй, последняя узнала, что Алексия дала Аята обещание, хотя и не могла сказать, что за ним стоит. Поэтому Сия затеяла ненужную ссору с Алексией из-за того, кто должен показать Аята кампус. Когда Аята попытался их успокоить, Клаудия предложила показать Аята кампус, что очень понравилось Сиё и Джулиусу, а также Аята. Увидев, что ни одна из девушек не хочет, чтобы она присоединилась к веселью, Клаудия перешла к делу и сообщила Аята, что его тест на совместимость с оружием назначен на завтра, поэтому ему нужно подписать несколько бумаг. Увидев, как Алексия болтает с Клаудией, Аята задумался, друзья ли они, на что получил два разных ответа от них обеих, прежде чем Алексия и Сёя холодно попрощались с Клаудией. Вернемся к делу. Аята решил, что лучше, если его будут показывать Алексия и Сёя, и они обе согласились. Показывая Аята кампус, Алексия поняла, что Сёя плохо ориентируется. Не желая, чтобы возникли проблемы, Аята решил сделать перерыв с девушками. Когда он пошел за напитками для них, Сёя воспользовалась возможностью узнать больше о том, что Алексия и Аята, но в итоге рассказала ей об истинной силе Аята. Прежде чем эта цивилизованная беседа переросла в драку,
На Алексию напал тот же убийца, что и вчера. На этот раз она заметила убийцу и ответила ему, но ее атаку отразил другой убийца. Однако эти азорды не ожидали, что их задницы будут отстреляны королевой. Я имею в виду Сию. Когда Алексия прекратила атаку, вернулся Аята. Он был шокирован произошедшей бойней, но еще больше его шокировало то, как Алексия и Сёя выглядели после того, как промокли насквозь. Клаудия узнала о случившемся от Аята на следующий день. К сожалению, она не смогла выяснить личности преступников, а Алексия, как всегда, усложнила ситуацию, отказавшись сотрудничать с охраной кампуса. Прежде чем Аята успел понять, почему Алексия так защищает его, ему сообщили, что он прибыл на испытательный полигон Орлюкс, где увидел, что Лестер и Сайлас тоже пришли на этот тест. Когда Клаудия объяснила процедуру аренды Орлюкс, Аята понял, что Лестер выбрал Сильвестру, но сможет ли он быть совместим с этим оружием? Конечно, нет. Как бы он ни старался заставить оружие принять его, Лестер не смог убедить Сильвестру принять его. На самом деле, чем больше он старался, тем ниже становился его уровень совместимости, пока не достиг отрицательного значения. Ситуация стала настолько опасной, что Сильвестра нацелилась на Аята и начала атаковать его слева и справа, когда он приблизился. Пока Аята не удалось ловко поймать оружие и подчинить его своей воле, хотя и с небольшой царапиной на тыльной стороне ладони. Таким образом, достигнув ошеломляющего уровня совместимости в 97%. В ту ночь Аята согласился на небольшую просьбу Клаудии, которая заключалась в том, чтобы он пришел к ней домой. Когда он пришел, не подозревая, что произойдет, Аята оказался перед Клаудией в банном халате. Помимо этого непристойного зрелища, Аята был удивлен, узнав, что может получить огромную отдельную комнату благодаря упорному труду и постоянным тренировкам. Пока она говорила об этом, она продолжала пытаться культурно спровоцировать своих гостей. Прежде чем перейти к делу, где Клаудия рассказала парню о студентах, которые участвовали в следующем фестивале Феникса, но выбыли из-за травм. Хотя она понятия не имеет, что на этих участников напали и что нет никаких зацепок о людях, которые пытались напасть на Алексию. Дисциплинарный комитет все еще подозревает Лестера и Рэнди в том, что у них нет алиби на время вчерашнего нападения. Но опять же, нет никаких доказательств, подтверждающих эти подозрения, поэтому у дисциплинарного комитета связаны руки. Тем не менее, комитет теперь знает, что следующей целью нападавшего будет Алексия, и чтобы убедиться, что их поймают, Клаудия просит Аята остаться с Алексией, так как ей кажется комфортно рядом с ним. Что касается того, почему Клаудия беспокоится о безопасности Алексии, Клаудия ответила, что это ее долг не только перед ней, но и перед каждым студентом Академии. При этом Клаудия не хотела просить об одолжении, не вознаградив Аята. Ради общего блага Аята сразу же отказался и ушел. На следующее утро Алексия не могла не паниковать из-за каждого комплимента, который делал ей Аята, прежде чем показать ему город, где она рассказала ему о разных этапах в Астериске, пока они не решили сделать перерыв на обед в Виси Доунейт. В любом случае, Аята был удивлен, увидев принцессу, которая сидит в общественном месте и ест бургер, а также настоящих друзей из ее родной страны. Как только он убедился, что его предубеждения беспочвены, Аята рассказал об угрозах, которым она подвергается, и о том, что Клаудия предложила ему составить ей компанию в качестве меры безопасности. Как только Алексия заявила, что не позволит никому ей помогать, появились Лестер и его приспешники, настаивая на том, чтобы Алексия снова сразилась с ним. Но Алексия снова отказалась. Это заставило Лестера заявить о своем желании сразиться с ней и даже пригрозить Аята, который сказал, что его заподозрят в том, что он пытался напасть на Алексию последние 2 дня. Но ему пришлось отступить, когда Сайлас предупредил его о серьезности ситуации, в которой он окажется. В глубине души Алексия была впечатлена непреклонностью Аята. Она почти забыла о своем обычном поведении, но сумела сдержаться, показав, насколько она гордая. Когда они вышли из леса, они столкнулись со студентами из Академии Волка, которые окружили Алексию и Аята и сделали их уязвимыми для случайных травм. Поскольку Алексия была знакома с их тактикой, ей удалось в одиночку победить этих головорезов и вытянуть из них информацию. Судя по всему, им заплатил какой-то высокий мужчина в черном, чтобы они напали на Алексию, которая, как оказалось, пряталась в лесу, пока мы разговаривали. Не желая упускать возможность поймать нападавшего, Алексия бросилась в погоню за преступником, а Аята прикрывал ее сзади, чтобы убедиться, что она в безопасности. Но на них напали со всех сторон. К счастью, никто не пострадал, но Аята сломал свой меч, чтобы защитить себя. Убедившись, что они оба в безопасности, Алексия решила, что будет лучше провести еще немного времени с Аята. Это время они провели той ночью, когда Аята зашел в комнату Алексии, и если вам интересно, могло ли быть хуже, Алексия попросила Аята раздеться. Что? Прежде чем ваше воображение разыгралось, Алексия хотела зашить его одежду в знак благодарности за то, что он снова ее спас. Пока она это делала, Аята осмотрелся в комнате и заинтересовался фотографией, на которой она была с друзьями из детства.
Хотя Алексия была расстроена таким нелепым поведением, она рассказала, что в детстве была сорванцом и часто убегала из дворца, где жила. Она заблудилась в переулке, где ее чуть не избили бандиты, но ее спасли те самые девочки из дворца. С тех пор Алексия узнала, что эти девочки пришли из трущоб в тот же приют, что и она, и хотя она никому из них не говорила, что она принцесса. Алексия знала, что монахини там все знали. Тем не менее, это не помешало ей сбежать из приюта, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Что касается самого приюта, то его построила мать Алексии. Но после ее смерти с каждым годом становилось все труднее содержать приют из-за нехватки средств. Поэтому Алексия решила поступить в академию, чтобы обеспечить приют средствами для его содержания. Хотя она и принцесса, она не могла обеспечить приют в квазинезависимом королевстве, даже если это был благотворительный проект, потому что у него не было доходов. Не имея другого выбора, Алексия решила присоединиться к этому грязному миру, где студенты сражаются друг с другом, как в петушиных боях. Но несмотря на всю коррупцию и гедонизм, которые захватывают город, он все еще остается городом всех желаний. Закончив объяснять, почему она поступила в академию, Алексия закончила чинить одежду Аята. Но прежде чем он ушел, он не мог не поинтересоваться происхождением этой салфетки, которая оказалась подарком на день рождения от ее друзей из приюта много лет назад. На следующее утро Аята понял, что Алексия вернулась к своей старой привычке игнорировать других, особенно после того, как прочитала письмо этим утром. Он был обеспокоен этим, и тут появилась Клаудия, чтобы узнать, что происходит с Алексией. Только тогда они поняли, что Алексия, должно быть, получила письмо от соперника и сейчас направляется туда. Аята подумал, что ему не удалось завоевать доверие Алексии. Но Клаудия заверила его, что Алексия беспокоится о его безопасности, поэтому решила пойти одна. Это напомнило ему об обещании старшей сестры защищать его, поэтому он решил немедленно броситься за ней. Клаудия, с другой стороны, поддержала его и дала ему пощечину. Теперь Аята должен успеть спасти Алексию. Как только она вошла в заброшенное здание, Алексия отразила внезапную атаку и поняла, что за нападением стоит никто иной, как Силис. Действительно, Алексия поняла это после того, как он сказал Лестеру, чтобы тот не провоцировал ее, и, возможно, провокация Аята стала катализатором, раскрывшим весь план. К тому времени, когда Сайлас начал рассказывать о своей сделке с Алексией, чтобы она отказалась от участия в фестивале «Феникс» в обмен на безопасность Аята, Лестер в ярости ворвался в комнату, услышав всю историю. Что еще хуже, Лестер узнал, что Сайлас выполнял эту грязную работу по поручению кого-то другого, и его оправдание, что все в Академии – враги, еще больше разозлили здоровяка. Прежде чем он успел нанести удар по предателю Уизли, появился человек в черном плаще и отразил атаку Лестера, а за ним последовали еще две маленькие куклы Сайласа. Действительно, это были настоящие куклы, которые беспомощно стояли перед фирменным приемом Лестера. По крайней мере, так думал Лестер, потому что куклы снова начали двигаться. Он попытался напасть на них, но его подстрелили две другие куклы, которые прятались. Теперь вокруг Алексии было еще больше кукол, и Лестер практически не мог сражаться. Ситуация оказалась безвыходной для них двоих, особенно учитывая, что они были одни против 128 кукол. Алексия героически сражалась с этими куклами, но их количество и способность противостоять жаре и даже пронзающим атакам привели к тому, что Алексия оказалась прижатой к стене. К удивлению Сайласа, Алексия поняла, что за всем этим стоят аликанты, потому что только они могли массово производить этих кукол. Но прежде чем они успели нанести последний удар по Алексии, Аята подоспел как раз вовремя. Когда они оказались в относительной безопасности, Алексия расстроилась, что Аята ввязался в дело, к которому он не имеет никакого отношения. Аята, однако, сказал, что Алексия заслуживает защиты. Так же, как она защищает других, поэтому он хочет быть рядом с ней. Прежде чем Алексия успела что-то сказать, появился Сайлас со своей армией кукол и начал атаковать, но все его роботы были мгновенно уничтожены. Несмотря на это, Сайлас не сдавался и призвал остатки своей безжалостной армии, чтобы покончить с Аята и Алексией. Куклы атаковали безжалостно, но Аята с легкостью уклонялся от их атак, а затем раскрыл, какие уловки использовал Сайлас, чтобы управлять куклами. Разочарованный этим открытием, Сайлас приказал машинам атаковать, но они были мгновенно уничтожены. В последней попытке переломить ситуацию Сайлас призвал королеву Уганды. Я имею в виду кукол, надеясь использовать ее, чтобы одолеть Аята, но он забыл старую поговорку. Чем больше, тем сильнее падение. И кукла упала так сильно, что Сайласу пришлось бежать. Не желая упускать возможность решить эту проблему, Алексия решила помочь Аята, и они взлетели. Что еще хуже для Сайласа, Клаудия и остальные члены дисциплинарного комитета ждали его на земле, чтобы разобраться с ним по закону. Хотя проблема была решена, Аята начал задыхаться от ауры, которую он получил от своей Цервестры. Но она была еще сильнее, чем в его первую встречу с оранжевым люксом.
По крайней мере, так казалось, потому что эти оковы, которые душили Аята, были проклятием, наложенным на него его сестрой Харукой, когда он был ребенком, чтобы запечатать его силы, прежде чем она попрощалась с ним. Когда он очнулся, то оказался в обычном мужском теле, и Алексия обрадовалась, что он в безопасности. Она заметила проклятие, которое на него наложили, и узнала, что это сделала его сестра. К сожалению, она не знала, почему Харука ограничила силы своего брата, потому что мистер Забывчивый тоже ничего не знал. Кроме того, Аята и Алексия решили вместе отправиться на фестиваль «Феникс» после короткого разговора, от которого Алексия покраснела. И нет, я не имею в виду, что Алексия становится коммунисткой. Хотя Алексия и Аята наслаждались отдыхом, Сайлас был занят спасением своей жизни, но в итоге на него напала Клаудия, которая, как оказалось, сговорилась с Ябуки, чтобы заставить Олеку оказать ему услугу и вытянуть из него как можно больше информации. Они не знали или не обращали внимания на то, что за ними следили две девушки, которые, очевидно, работали на Алеката. На следующее утро в отеле Эльнаф Клаудия присоединилась к встрече с другими президентами студенческих советов из других академий Астериска, таких как Дорк. Я имею в виду Дирка из Волка, Шума из Алеката, Фан Синлу из Джайлонга и Эрнеста из Гридуорта. Не хватало только Сильвии из Королевы Вейл, которая, по словам Клаудии, путешествовала по Европе как дива. Прежде чем между Эрнестом и Дирком разгорелся спор из-за разных мнений о Сильвии, Шинлу сменил тему и пригрозил вмешаться. Только тогда Дирк спросил Клаудию о сделке, которую она заключила с Олекой, и о совместной разработке нового типа люкса. На что Клаудия ответила, что это официальное сотрудничество между двумя академиями на равных. Но когда Шинлу начал интересоваться, почему Сок и Хат мобилизовали теневые звезды, Клаудия решила сменить тему. Эрнест подумал, что лучше начать встречу, но Шума заговорил об искусственном интеллекте в Астериске, включая АЭФС. В другом месте Аята спешил, чтобы не нервировать Алексию, и случайно столкнулся с Таоду Кирином. После того, как Аята случайно заглянул в Марианскую впадину, он извинился за свою невнимательность, а затем снял с ее волос крошечный кусочек дерева. Прежде чем Киран извинилась и ушла к своему сердитому профессору. Что касается мистера Забывчивого, он вспомнил, что Алексия сейчас готова превратить его в жареный стейк. Она действительно пыталась это сделать, избивая его своими навыками и тренировками. Но Аята смог доказать, что он достоин медали, даже когда Алексия думала, что поймала его со спущенными штанами, но в итоге сама потерпела поражение. Хотя Алексия была впечатлена его навыками, она беспокоилась, что Аята может слишком часто использовать свою полную силу на фестивале, особенно после того, как он вчера потерял сознание. Аята, с другой стороны, был уверен, что не прибегнет к таким мерам, потому что большинство участников не могут сравниться с Алексией по навыкам. Хотя Алексия была рада это слышать, она беспокоилась о таких людях, как Эрнест и Шунли. В то же время Аята упомянул, что слышал о бойце по имени Офелия, что на секунду вызвало у Алексии неприятные воспоминания. Но она отбросила их, чтобы сосредоточиться на себе. В конце концов, Алексия была уверена, что навыки Аята мало кому известны, так что это должно быть им на руку. Даже если тот факт, что он владеет Сервестрой, теперь общеизвестен, Алексия сказала Аята, что он не должен ввязываться в ненужные дуэли, что абсолютно не предвещает того, что должно произойти. Некоторое время спустя Алексия и Аята встретились с Лестером и Сёй, и последняя была расстроена тем, что Алексия уводит у нее мужчину. А также обвинила ее в других вещах, о которых знают такие люди, как вы и я, на что Алексия отреагировала. С другой стороны, Аята был рад узнать, что Лестер полностью восстановился после того инцидента и будет участвовать в фестивале вместе с Сёей. А Лестер пришел поблагодарить Аята за то, что он спас его от инцидента с Сайласом. Одновременно с этим Клаудия пришла с Камилой и Эрнеста из Алеката, чтобы сообщить им о новой сделке, которую заключили две академии. Чтобы разработать новый тип люкса в обмен, по словам Алексии, на то, что Алекат будет отвечать за инцидент с Селой. Однако Клаудия и ее гости отрицали это, а Эрнест заявил, что она лично видела Сок и Академию. Ее восторг от действий Аята во время инцидента с Сайласом взволновал Алексию и Сию, но это не помешало ей прошептать ему на ухо, что в следующий раз все будет не так хорошо. Прежде чем Алексей и Сюэ перестали чувствовать себя неловко рядом с ней и стали откровенно враждебными после того, как она поцеловала Аята в щеку. Увидев это абсурдное поведение, Камила взяла на себя роль родителя, который смущен тем, что его ребенок здоровается со взрослыми, и заинтересовалась пистолетом Сии, потому что она американка. Этот интерес длился недолго, или даже несколько секунд, прежде чем Камила начала ругать Сию за то, что у нее такой старый пистолет, который устарел 10 лет назад. Когда она узнала, что Сия дочь профессора Сасами, она стала ругать ее еще больше и отказалась извиняться, потому что он был изгнан из Алеката и Феровиуса. Когда Сюэ настояла на том, чтобы Камила извинилась, Эрнест сказал, что единственный способ заставить Камилу сделать это – предстоящий фестиваль «Феникс».
Теперь, когда гости ушли, Сёя объявила, что будет участвовать в фестивале «Феникс», и выразила желание участвовать в нем вместе с Аято, что было ожидаемо. Как только они вышли из тренировочного центра, Эрнеста еще больше заинтересовалась тем, чтобы провернуть еще какие-нибудь трюки, чтобы осуществить свою мечту. На следующее утро Аято получил урок от Ибуки о различных группах, существующих в Алеке, их особенностях и проблемах, с которыми они сталкиваются. А затем увидел, как Киран собирается получить пощечину от своего дяди Коакайра Тооду, которого я раньше принял за ее учителя. Будучи человеком с бесконечной аурой, Аято пришел на помощь девушке, и даже мысль о том, что он вмешивается в семейные дела, не помешала ему показать себя крутым парнем. Увидев, насколько Аято крут с Цервестрой, Коа решил больше не обижать Киран. О, не надейтесь, потому что Коа вызвал Аято на дуэль с Киран, чтобы тот выполнил свое обещание. У Киран не было другого выбора, и Аято неохотно согласился на дуэль с Киран. К тому времени, как они полностью погрузились в эту дуэль, Алексия пришла посмотреть, как ее мальчик ввязывается в ненужную дуэль. Больше всего ее удивило то, что хотя дуэль длилась уже некоторое время и Аято мог предугадывать атаки и защиту своих противников, исход дуэли оставался неопределенным. Когда время действия его проклятия приближалось, Аято решил пойти ва-банк, что в итоге привело к его поражению в дуэли. Хотя для Киран все закончилось хорошо, теперь Аято должен объяснить Алексии, почему он ввязался в драку с лучшим дуэлянтом Садакана. На самом деле Киран пришлось последовать примеру своего дяди, чтобы стать первой, хотя это стоило ей самоуважения. Теперь, когда Аято и Алексия остались наедине, Аято ожидал, что Алексия будет кричать на него. Но она на самом деле гордилась им за то, что он поддержал Киран против ее жестокого дяди. Тем не менее, она не могла не сказать, что злится на него за то, что он проиграл эту дуэль. Потому что думала, что Аято будет единственным, кто сможет противостоять Киран, который на самом деле 13. Кроме Киран, Алексия не может победить еще двух человек на своем нынешнем уровне, а именно Клаудию и Аято. Хотя она и не выглядит так, Клаудия на самом деле вторая в Садакане благодаря своей дальновидности. Но Киран стала первой, потому что она не использует оранжевую роскошь. Теперь, когда способности Аято стали известны, Алексия решила изменить их план с нуля, как только он получит свой новый школьный значок. Теперь, когда он закончил встречу с Алексией, Аято должен был встретиться с Клаудией, чтобы получить новую школьную эмблему в школьном бассейне, где она была одета в самый откровенный наряд. Как только она дала ему то, что он просил, Клаудия заговорила о его дуэли с Киран и о том, что она знала, что за этим стоит Каитира. В конце концов, Каро известен как проблемный сотрудник сада и материнской компании Академии, который благодаря своим связям и статусу стал практически неприкосновенным. Чтобы получить место в совете директоров, он решил вложить все свои деньги в свою племянницу. Со своей стороны, Клаудия считает, что у Киран нет собственных планов и что ее дядя, скорее всего, не получит роскошную должность из-за личных интересов. Что касается того, откуда Клаудия это знает, то это потому, что ее собственная мать прошла через ад, чтобы добиться этого. Выйдя из бассейна, Аято задумался, что ему делать с Киран, когда он действительно столкнулся с ней. На самом деле Киран пришла поблагодарить его за то, что он помог ей справиться с жестоким обращением дяди. Прежде чем Аято успел ответить, ему пришлось разобраться с Ебуки и мальчиками, которые подслушивали их разговор, поэтому он решил поговорить с девушкой во время прогулки. Пока они шли, он не мог не поговорить с Киран об истории ее семьи и фехтовании. В ответ Киран поняла, что Аято тоже использует какое-то древнее фехтование, судя по его движениям и стойкам. Вскоре Киран успокоилась, узнав, что Аято интересуется кендзицу, потому что это единственное, в чем она хороша. Прежде чем продолжить, она дала себе пощечину. Когда ее спросили, за что она борется, Киран ответила, что за спасение своего отца. Неизвестно, что с ним случилось, но я уверен, что он заблудился по дороге за молоком. Тем не менее, чтобы достичь своей цели, она согласилась на помощь своего дяди, даже если его обращение и дисциплина были слишком жесткими, что, как оказалось, было вызвано его ненавистью к Гинестеле. Несмотря на это, Аято был достаточно любезен, чтобы спросить, не хочет ли она присоединиться к нему на утренней тренировке, и Киран с радостью согласилась. Но для Аято это еще не конец, потому что его напугал Саян, который начал душить его, чтобы узнать, кто эта девушка, пока не понял, что слишком сильно душит беднягу. Помимо этого чрезмерного проявления привязанности, или как это еще назвать, Сёя на самом деле искал Аято, чтобы узнать, будет ли он ее партнером на предстоящем фестивале Феникса. Но услышал, что Аято все еще встречается с Алексией. Сёя также узнал, что девушка, которая была с Аято, никто иная, как Киран Таоду, и это заставило ее ревновать, но по совершенно неправильным причинам. Чтобы поднять ей настроение, Аято сказал, что Киран поступила в академию, чтобы помочь своему отцу, как Исая. На следующее утро Алексия поспешила в школьный ресторан, чтобы узнать, что произошло между ними вчера, и случайно заказала тарелку острого карри.
чтобы съесть его за одним столом с Аято, который заверил ее, что они тренировались и спарринговали вместе с самого утра, с тех пор, как встретились вчера. Хотя она сказала, что ее это не беспокоит, на самом деле Алексия была так расстроена, что съела свое слишком острое карри, несмотря на предупреждение Аято. Увидев, что она явно не может больше есть, Аято предложил поменяться тарелками, так как его карри менее острое, чем ее, и Алексия неохотно согласилась. Она была довольна тем, насколько вкусным оказалось ее новое блюдо. Но Аято чуть не запел от восторга, когда понял, насколько горячей была еда. В другом месте Камила разбудила Эрнесту, чтобы сказать ей, что ребята из Тенерио в пути. Но оказалось, что Эрнеста уже знала об этом и собиралась их выследить. Она заметила, что Киран тренируется с Аято рано утром. К сожалению для Камилы, время для ее грандиозного плана еще не пришло, поэтому ей придется подождать, пока не представится возможность. А пока Аято не мог не подразнить Киран, сказав, что она может заблудиться в этом тумане. Прежде чем они заметили приближающуюся угрозу, особенно когда зашли в тупик. Окруженные и превосходящие по численности, Аято и Киран сделали очевидный выбор. Когда Аято попытался отразить атаку монстра, он понял, что они могут снова и снова восстанавливать свои потерянные конечности. Увидев это, Киран решила продолжать рубить монстров, пока не уничтожит их ядро, и остальные монстры разбежались. К тому времени, когда Аято понял, что этого монстра создал Ли, на них с Киран снова напали, и земля под Аято начала рушиться. Киран попыталась вытащить его, но сама упала в яму вместе с Аято. Увидев это на мониторе, Камила и Эрнест решили перейти ко второму этапу своей операции. К счастью для Аято и Киран, они на несколько секунд оказались в безопасности, когда на них напала огромная подводная ящерица. Аято удалось отразить первую атаку дракона, но они все еще были парализованы. Киран предложила Аято отпустить ее, так как она больше не хочет, чтобы другие расплачивались за то, что она стала обузой. Но Аято отказался, сказав, что все в порядке. Затем он достал свою цервестру, чтобы создать место, где они с Киран могли бы стоять, и спланировал их следующий шаг против этого, казалось бы, неубиваемого чудовища, что заставило его использовать всю свою прану на оружие, чтобы расширить его и уничтожить монстра и его ядро. Но это стоило ему активации проклятия. Позже Киран узнала об ограничениях Аято и о том, почему он сражается, и поняла, что Аято влюблен в Алексию, хотя сам он это отрицал. Но сейчас для нее важнее всего было то, что спасательный отряд долго не мог их спасти. С другой стороны, Аято получил возможность узнать больше о том, что привело ее отца в тюрьму, о ее сожалениях и о том, на какие крайние меры она пошла, чтобы стать сильнее. Аято не согласился с ней, сказав, что она выгорит, если продолжит работать с таким девизом. Аято также заверил ее, что рядом с ней всегда будут люди, которые помогут ей достичь цели. Прежде чем они успели что-то сказать, они поняли, что смотрят друг на друга в нижнем белье, и пришли в себя. Через секунду прибыл спасательный отряд. Позже в тот же день Киран встретилась со своим дядей и с грустью узнала, что он больше беспокоится о Киран Тауту как о средстве достижения своих целей. Когда Киран отказалась выполнить приказ дяди держаться подальше от Аято, Кавакайро ударил ее и еще больше разозлился, когда она не подчинилась. Он начал напоминать ей, что без него она ничто, и попытался ударить ее, но понял, что Киран не блефует. С этого момента она решила сражаться сама, к лучшему или к худшему. Если вы думали, что она будет сражаться с Аято, то позвольте мне сказать вам, что вы абсолютно правы. Для Киран сражение с Аято – это первый шаг к тому, чтобы проложить свой собственный путь. Издалека за этим поединком наблюдали Алексия, Лестер, Клаудия, Сёя и Ебуки. Несмотря на опасения Алексии, что Аято может проиграть, Сёя заверил ее, что он побеждал даже более сильных противников, чем Киран, а именно свою старшую сестру Харуку. Лестер также рассказал, что Аято попросил его одолжить ему люкс, так что, видимо, у него был план. Поединок начался, и Аято умело уклонялся от атак Киран. Обе стороны были в восторге от новых приемов, которые они открыли. Обе стороны решили выложиться по полной, но Аято впервые одержал верх благодаря разнообразию своих навыков, включая рукопашный бой, что в конечном итоге принесло ему победу. Пока Аято отдыхал с Алексией и Сёей, Клаудия привела неожиданного гостя, а именно Киран, которая хотела присоединиться к Алексии и Аято на тренировках. Она была удивлена, что Аято не рассказал ей об этом, но не хотела соглашаться, и даже поссорилась с Сёей. Прежде чем Аято успел согласиться на то, чтобы Киран присоединилась к их тренировкам, Кавакайро начал агрессивно стучать в дверь, чтобы войти в комнату. Киран впустила его, но Каитира поднял на нее руку. Естественно, Аято снова встал на ее защиту. Но Каитира начал угрожать, что опорочит репутацию Киран во всей Академии. На этот раз Клаудия решила вмешаться и пригрозила, что разрушит все его планы по поступлению в интегрированный фонд.
Услышав это, Каэтира ушел, не сказав ни слова. Но Киран все равно была благодарна ему за то, что он помог ей стать такой, какая она есть сейчас. Когда Кавакайра ушел и Аята согласился позволить ей присоединиться к его тренировкам, Киран попросила его о 2 услугах, которые заключались в том, чтобы называть друг друга по имени. И Аята согласился. В другом месте Камила и Эрнеста наблюдали, как один из их роботов уничтожил 2 генселей. Эрнеста также рассказала, что ей удалось получить информацию о сильных сторонах Аята, и Камила была впечатлена тем, как им удалось убить 2 зайцев одним выстрелом. И убедилась, что ее 2 робота, РД и Рэмси, готовы к предстоящему фестивалю. Вернувшись в Седаку, Киран начала тренироваться с Сёей, но несмотря на все их усилия, они так и не смогли приблизиться к результатам Аята и Алексии. В кафетерии Академии Аята был удивлен, когда девушка попросила у него автограф. Конечно, Алексия и Сёя были недовольны, потому что думали, что это будет проблемой для такого красавчика, как он. Но понятно, почему он привлек столько внимания после того, как поднялся с ранга неизвестного студента до бойца номер 1 в Садоке. По словам Ебуки, даже восхождение Алексии к славе было таким же сенсационным, как и для Аята и Киран. Она даже перестала с кем-либо разговаривать, пока не встретилась с Аята. Чтобы доказать свою правоту, она показала Аята, что его автограф выставлен на аукцион. Помимо попыток Сеи и Киран выдать себя за фанатов Аята, было важно помнить о трудностях, которые ждут их на предстоящем мероприятии. Особенно Сёя, которая все еще хочет отомстить за своего отца, победив Камилу. Поэтому Сея решила присоединиться к мероприятию вместе с Киран, и Алексия не могла не прокомментировать их союз. А Сёя в ответ посмеялась над тем, как Алексия вела себя с Аята раньше. Аята попытался сказать, чего не хватает команде Сеи, и та решила, что завтра пропустит тренировку, чтобы больше общаться с Киран. По иронии судьбы, Сёя не знала, что делать, чтобы общаться, ведь она не очень общительный человек, и Киран тоже, к ее удивлению. Немного подумав, они решили вместе сходить за покупками, и это точно не потому, что Сёя женская версия Зора из One Piece. Поскольку скоро день рождения ее отца, Сёя решила, что было бы неплохо сделать ему подарок, и Киран тоже захотела помочь. Проблема в том, что отец Сеи не носит галстуки, не пьет и у него нет любимой еды. Чтобы понять, как помочь, Киран села в парке с Сёей и попросила ее рассказать о своем отце, и Сёя ответила, что ее отец – сумасшедший ученый, который каждый год дарил ей оружие, когда она была маленькой. Внезапно Сёя попросила Киран помочь ей добраться до определенного места. Только пройдя по узким опасным улочкам, похожим на центр Детройта, Киран поняла, что они пришли в оружейный магазин, где продают поддержанное оружие и нелегальные товары. Выбрав оружие, Сёя впервые за все время улыбнулась, потому что оно было похоже на исследования и цели ее отца. Теперь, когда Сёя получила то, что хотела, пришло время помочь Киран получить то, что хотела она. Немного подумав, Киран решила попросить Сию научить ее плавать, потому что хотела, чтобы Аята увидел ее в более выгодном свете. Сёя не могла не восхищаться решимостью Киран стать лучше. Она заверила Киран, что Аята обязательно увидит ее в хорошем свете, если она будет стараться, и пошла за напитками для себя и Киран. Пока Сёя отсутствовала, Киран согласилась тренироваться самостоятельно, пока не встретила девушку по имени Вайлет, которая лежала на воде. Несмотря на ее многочисленные извинения, Вайлет была так зла, что вызвала Киран на дуэль, прежде чем поняла, кто она такая. Только тогда Вайлет смягчила свой тон и узнала, что Киран просто хотела научиться плавать. Только тогда Вайлет снова начала оскорблять Киран за ее неумение плавать. Она попросила ее поплескаться в углу бассейна. Не успела она сказать и слова, как Сёя издалека набросилась на нее за неуважение к подруге. Несмотря на то, что Сёя не была бойцом, она не стала извиняться, как ее напарница. Наоборот, Сёя хотела поставить на место эту высокомерную Вайлет, несмотря на разницу в их статусе. Поэтому она согласилась на дуэль. Дуэль закончилась так же быстро, как и началась. Сёя отбросила Вайлет, прежде чем та успела вытащить оружие, и выиграла дуэль без труда. Позже в тот же день Сёя научила Киран всегда стоять за себя и не позволять таким, как Вайлет, снова ее оскорблять. Для этого Сёя дала понять, что Киран должна иметь чувство собственного достоинства. Киран была рада это слышать, но еще больше обрадовалась, когда узнала, что Сёя выбрала ее в качестве напарницы из-за ее таланта. Стратегическая совместимость, целеустремленность и, самое главное, владение тем же мечом, что и Аята. Наконец, Сёя попросила называть друг друга по имени, и Киран согласилась. На следующий день их выступления и тренировки поразили Алексию и Аята, ведь они так быстро улучшили свои навыки. Не только Сея и Киран были рады их сближению. Клаудия сказала Ебуки, что тоже рада большому количеству участников на предстоящем фестивале.
Что еще важнее, Алексия и Аята смогли выйти в финал благодаря тому, что попали в благоприятную группу. Хотя Ебуки был настроен оптимистично, Клаудия не разделяла его оптимизма, потому что на фестивале была потенциальная соперница из Левельфа по имени Айрин Мьюз, которую Клаудия хотела бы, чтобы Садака игроки избегали. На самом деле, это были Дирк и Корона. Да, так зовут девушку. Именно они отправились в камеру заключения Академии Левельф, чтобы убедить Айрин принять участие в фестивале Феникс с единственной целью – победить Аята. Дирку было все равно, выиграет Айрин или нет, лишь бы она избавила его от Аята и его слуги Эзры. Айрин согласилась участвовать, убедившись, что Дирк ничего не сделал с ее сестрой и получила свободу, по крайней мере, на время. Наконец, долгожданный фестиваль начался после торжественной церемонии открытия, на которой оргкомитет поприветствовал всех участников и пожелал им удачи. Председатель комитета добился своего, выиграв крупный фестиваль, поэтому, несмотря на свою привлекательную внешность, он был суровым парнем, который обратил внимание на Аята среди всех участников. Кроме того, Маят сообщил участникам, что на этом фестивале будут введены ограничения на автономное оружие, а вместо него будут допущены запасные игроки, что вызвало недовольство. Но, надеюсь, это сделает фестиваль более интересным. Теперь, когда церемония закончилась, Аята и Алексия отправились на свое место. Когда они собирались пообедать, Аята нашел Лестера и Рэнди и пригласил их на обед, но Лестер не только отказался, но и дал понять, что Аята не должен никому проигрывать, прежде чем сразиться с ними. Прежде чем Аята успел что-то ответить, его напугала Киран, которая принесла обед. На самом деле, Сёя научил Киран готовить, и она приготовила обед для Аята, к большому удивлению Алексии. Не желая, чтобы Киран получила всю похвалу, Сёя сказал, что она сделала рисовые шарики больше, чем у Киран, которая считала, что чем больше, тем лучше. Кстати, Сёя не просто американка, а техаска, если быть точнее. Но она все равно настояла, чтобы Аята погладил ее по голове. К тому времени, как все закончили обедать, а Сёя наелась, как беременная на 9-м месяце, Аята понял, что пора начинать первый матч, который будут комментировать Мика Янис и Фам Тайтром, которые рассказали всем о расписании и правилах фестиваля. Аята и Алексия знали, кто их соперники, и пообещали, что сделают все возможное, чтобы победить. Их первый матч был вторым за весь турнир, и зрители с нетерпением ждали, как они выступят на фестивале. Действительно, Аята не собирался сдерживаться в своем первом матче и в одиночку выиграл раунд так же быстро, как он начался, чем поразил зрителей и комментаторов. С другой стороны, Аята и Алексея были довольны тем, что сохранили командную работу и скрыли от публики все ограничения Аята. Но им все равно пришлось отвечать на вопросы журналистов. Когда они закончили, они были удивлены, увидев, что Ебуки пришел к ним не для того, чтобы подбодрить их, а чтобы сообщить о третьем матче, который будет против Электа. К сожалению для Сии, она не смогла ничего узнать об Электе и сразу же отшила Ебуки, и Алексия поняла, что он хотел получить пропуск участника. Им не пришлось долго ждать, потому что Электа и Сента отправили РДР МК, АК, Алди и Римси против двух участников из Ла Вольфа. К их удивлению, Алди дал им минуту, чтобы атаковать его, как они захотят, но Римси напал на него за его глупость, прежде чем решил последовать примеру Алди. Участники из Ла Вольфа согласились на сделку. Несмотря на все их усилия, они не смогли нанести ни одного удара своим противникам. Теперь пришло время Алди и Римси сделать свой ход, и Сёя, как и все остальные, была поражена силой Камилы и Эрнесты. Сёя начала понимать, в какой ситуации она окажется, если это произойдет. В довершение всего, ее отец Суикайру связался с ней по голосовой связи, чтобы выразить свое восхищение этими двумя марионетками, а затем поздоровался с Аята и спросил дочь, получила ли она новое оружие, которое он для нее сделал. Хотя Сёя еще не получила его, Суикайру был уверен, что Сёя сможет победить, если будет использовать любое из его оружий. Пока Сёя и Киран шли на таможню, а Ебуки на пресс-конференцию, Аята и Алексия решили воспользоваться возможностью и потренироваться. Эрнеста, с другой стороны, была горда победой своих марионеток. Прежде чем она успокоила Алди и Римси. Когда Алди начал задаваться вопросом, почему Римси так легко его побеждает, несмотря на то, что они оба запрограммированы на одинаковую силу. Эрнеста ответила, что это в женской природе. Но Эрнеста не сказала ему, что Римси его ограничитель. Когда Аята и принцесса закончили тренировку, они поспешили посмотреть следующий матч. Когда Аята понял, что они не успеют, они увидели драку на другой стороне улицы и решили немного понаблюдать за ней. Оказалось, что это Ирен устроила беспорядок. Прежде чем она успела что-то понять, перед ней появился Аята. Джулиус встал у нее на пути, и она решила достать свой оранжевый люкс.
Но прежде чем она успела что-то сделать, Ирен изменилась, когда ее сестра Присцилла пришла и отчитала ее за то, что она ввязалась в неприятности. Она извинилась перед Аятой и Алексией за ошибки своей сестры и заставила Ирен последовать ее примеру. Теперь, когда сестры ушли, Алексия вспомнила, что Клаудия прислала ей информацию о Присцилле, в которой говорилось, что о ней мало что известно. Что касается того, почему она спровоцировала Ирен, Алексия не оценила, что Ирен подошла к Аята, особенно потому, что она знала, что Левольф что-то замышляет. Прежде чем она успела подумать, что им нужно, Аята сообщил ей, что матч Сеи и Кирана только начался. Понятно, что Сея была расстроена, что Аята не пришел посмотреть на нее, несмотря на заверение Кирана, что он уже в пути. Но Сие нужно было сосредоточиться на своем матче, и несмотря на все усилия ее и Кирана, они все равно победили. Естественно, они подумали, что после этого матча им не помешает принять душ, но у Сеи была еще одна игра, в которую она хотела сыграть с Кираном. И, боже упаси, если я когда-нибудь расскажу об этом. Чтобы подлить масло в огонь, Сея позволила Аята и Алексии войти, хотя им было абсолютно нечем прикрыться. На 5-й день турнира Алексия хотела сразиться одна с Еноном и Исугой из Академии Квинвейл. Что касается последствий матча, то об этом можно было только догадываться. Когда дело дошло до того, что делать после матча, они немного поспорили, прежде чем решили пообедать. Алексия приготовила обед, который понравился Аята, к ее радости. По иронии судьбы, даже Алексия завидовала Сие и Кирану, которые получили похвалу за то, что были хорошими девочками, и в итоге ей стало неловко. И она решила посмотреть, как проходят другие матчи, например, матч Лестера и Рэнди, которые сражались с Ирен и Присциллой, точнее с Ирен и ее хватким мечом. Увидев, что Рэнди пытается уничтожить значок Присциллы, Ирен парализовала его и успокоила Лестера, прежде чем надавить на Рэнди так сильно, что он потерял сознание. В ответ Лестер атаковал Ирен изо всех сил и мог бы победить ее, если бы Ирен не смогла отразить его атаку. Поэтому она решила использовать свою вампирскую силу, чтобы поглотить силу Присциллы. Благодаря этому Ирен смогла использовать всю свою мощь против Лестера и не только заставила его проиграть, но и вынудила сдаться. Аята был свидетелем этого проявления силы и не мог поверить своим глазам. Несмотря на это, он все же смог выйти в финал, и Клаудия с радостью поздравила своего красавчика, прижавшись к нему. К сожалению, ей придется подождать, пока Аята не сообщит ей, что она потеряла Сию из виду. Хотя Клаудия была разочарована, она не могла видеть, как Аята извиняется, поэтому решила не обращать на это внимания, хотя бы в этот раз. Она не могла позволить такой талантливой девушке, как Сея, потеряться. В поисках этой американской девушки Аята наткнулся на Присциллу, которая пыталась убежать от каких-то головорезов. Не имея другого выхода, Аята отвел девушку на крышу здания, где они были вне поля зрения этих головорезов. На самом деле, Присцилла столкнулась с теми же парнями из казино, которые несколько дней назад дрались с ее старшей сестрой. Хотя она позвала на помощь свою старшую сестру, Аята оказался быстрее. Несмотря на это, его добрые намерения привели к тому, что он оказался в затруднительном положении с Ирен, которая только что пришла и решила, что Аята — это тот, о ком говорила ее сестра. И даже то, что Приселия сказала ей, что Аята хороший парень, не смогло переубедить Ирен. По крайней мере, так думал Аята, потому что Приселия заговорила с сестрой еще более строгим тоном, и Ирен пришла в себя и пообещала не причинять вреда Айотта. Все стало ясно, когда Айотта рассказал ей, зачем он здесь, и Ирен захотела отблагодарить его за то, что он сделал для ее сестры, пригласив его посмотреть финальный матч. Только тогда Айотта понял, что Ирен и Приселия — его соперницы в финале вместе с Алексией. В тот вечер Ирен ворвалась в кабинет Дирка, и его люди напали на Приселию, что было нарушением контракта, который Ирен подписала с Дирком. Дирк оправдывался тем, что не все его люди согласились выполнить этот приказ, поэтому так и получилось. Что касается отсутствия охраны, Дирк не стал ставить охрану, чтобы защитить такую регенераторшу, как Приселия. Услышав это, Ирен была готова сама отправить Дирка на пенсию, если бы он вовремя не поставил щит, чтобы спастись. Ирен ушла только после того, как узнала, что эти охранники, которых называют котами, не могут позволить себе показаться, и что Аята вмешался, прежде чем они успели отреагировать, и заверил ее, что не будет вмешиваться в ее поединок или в поединок ее отца. Теперь, когда Ирен ушла, Дирк попросил Кару провести гадание. Когда она сказала, что видит победу Ирен и ее сестры, Дирк попросил ее привести вице-председателя, а затем позвонил. В другом месте Алексия была потрясена тем, что Аята согласился навестить Ирен вместо ее сестры. Но поскольку она поняла, что должна привыкнуть к тому, что Аята делает то, что делает Аята, она решила присоединиться к нему. Приселия была рада и Аята, и Алексии. Ирен, однако, не была так рада гостям,
особенно Алексии. После недолгого препирательства Приселия предложила поужинать, что сняло напряжение между ними. Когда разговор зашел о том, как Ирен зарабатывает деньги, Приселия ушла. А Ирен рассказала, что по каким-то причинам ей пришлось занять у Дирка огромную сумму денег, которую она постепенно выплачивает. К сожалению, она лишилась возможности участвовать в фестивале, и даже победа на этом фестивале не поможет ей выплатить долг. Вместо этого Ирен должна участвовать в этом фестивале, чтобы уничтожить Аята. Ей было непонятно, почему Дирк так боится Квестры, но, видимо, он видел, как кто-то другой использовал Квестру некоторое время назад. Аята сразу понял, что Дирк имел в виду его сестру, но, несмотря на расплывчатость информации, он был благодарен Ирен. Когда разговор закончился, Приселия принесла еще одно вкусное блюдо, и Ирен была в восторге. Когда гости ушли, Приселия сказала, что как бы она ни хотела помочь сестре, она все больше беспокоится о том, что та использует свою оранжевую люкс, потому что это делает ее все более свирепой. Хотя они ничего не сказали Приселии по этому поводу, Алексея настояла на том, чтобы Аята не жалел Ирен во время финала и напомнила ему об их общих целях, за которые они борются. Теперь, когда они разошлись, у Аята остались вопросы, на которые он не получил ответов. Поэтому он решил позвонить Клаудии и встретиться с ней у нее дома. Когда он вошел в квартиру, Аята попытался разбудить Клаудию, но она разбудила его сама. Это продолжалось некоторое время, пока Аята не удалось ее разбудить. Прежде чем Аята успел спросить, что с ней не так, Клаудия заставила его пообещать, что в следующем году он будет участвовать в фестивале в качестве ее напарника. Что касается ее проблемы, Клаудии приходится расплачиваться за свою смерть каждый раз, когда она засыпает, и это происходит уже более 12 раз. Я не буду рассказывать вам подробности этих снов, но никто из тех, кто осмеливался использовать люкс, не мог продержаться больше 3 дней, пока она не решила это сделать. Конечно, у Клаудии были свои цели, которые заставили ее использовать люкс. Хотя она все еще хочет сохранить эту причину в тайне. Аята не хотел лезть в это, потому что хотел узнать больше о Грабе Шиат. Клаудия рассказала, что у каждого люкс есть своя индивидуальность. Например, у Квестры она хорошая, хотя и немного сдержанная. Пандора, с другой стороны, самая худшая из всех, потому что она до сих пор причиняет Клаудии боль. Но Граби Шиат, как правило, самая опасная из всех. И ее опасность заключается в том, что люкс пытается заставить своего владельца превратиться в то, что ему больше всего подходит, например, в Ирен. Услышав это, Аята получил ответ, который искал, и теперь ему пора уходить. И настойчивое желание Клаудии, чтобы он остался у нее на ночь, не заставит его передумать, клянусь Богом. Это должен был быть я, а не он. Это не так. В ту ночь у финалистов были свои проблемы, которые они должны были решить завтра, победив. Что касается Ирен и Приселии, их историю можно назвать трагической, потому что Приселия была тяжело ранена, когда попала под перекрестный огонь двух враждующих группировок. К счастью, она выжила и полностью восстановилась. Но операция стоила больших денег, которые ее родители не могли себе позволить, если бы не продали ее. Разочарованная таким поворотом событий и своей беспомощностью, Ирен взяла сестру и сбежала. Они были в бегах, пока не встретили Дирка, который отдал Ирен Граби Шиат. Поняв, что она прошла тест на совместимость, он предложил ей все, что она пожелает. Когда Ирен проснулась, ее матч был уже близок, поэтому она приготовилась к нему, пообещав Приселии, что все будет хорошо. Аята и Алексея тоже готовились к финальному матчу, потому что знали, какой силой обладает Ирен. Поэтому у Аята был свой план, который он прошептал Алексии. По пути на арену Алексия напомнила Аята, что ей нужно выиграть этот турнир любой ценой, и если план Аята поможет ей в этом, то так тому и быть. Когда обе команды закончили готовиться, они прибыли на арену, где зрители с нетерпением ждали шоу от финалистов Садакена и Левельфа, особенно после того, как 3 оранжевых люкс разблокировали свое оружие. Хотя Ирен справлялась с атаками Аяты и Алексии, она понимала, что это не значит, что она непобедима, когда против нее столько противников. Поэтому она решила действовать решительнее. Аята хорошо реагировал на навыки Ирен, но и она отражала огненные атаки Алексии. Когда она поглотила больше энергии Приселии, Аята и Алексия поняли, что у них осталось мало времени, и им нужно действовать сейчас, если они хотят победить. Алексия помогла Аята, и он удивил Ирен тем, что напал не на нее, а на Граби Шиат. В ответ Ирен решила атаковать Эсперу, усилив свои атаки, но была удивлена, что Аята отразил их, а затем снова атаковал Граби Шиат. Теперь Ирен пришлось защищаться, особенно после того, как она поняла, что Алексия загнала ее в ловушку.
Она попыталась прорваться, но поняла, что это была ловушка, и Алексия использовала всю свою мощь. Несмотря на это, Ирен удалось отразить атаку с помощью своих навыков. Когда Присциллия подошла к сестре, чтобы проверить ее, Аята почувствовал что-то зловещее, потому что Ирен была полностью поглощена тьмой грабишь и ад. Несмотря на силу гравитации, Аята удалось подобраться достаточно близко, чтобы Ирен отпустила Присциллию, прежде чем снова потерять контроль над собой. Когда ситуация стала еще хуже, Аята почувствовал, что сэр Веспера пытается с ним поговорить, и использовал весь свой потенциал, чтобы нейтрализовать эффект, который грабишь и ад распространяла по арене. А затем забрал ее у Ирен и уничтожил, одержав победу, которую они с Алексией так ждали. Хотя зрители были в восторге, а Клаудия была в восторге от такого поворота событий, Волк был равнодушен к исходу битвы. Однако он заметил проклятие, наложенное на Аята, и снова задумался о своих приоритетах, которые включали в себя борьбу с Ирен. Последствия этого матча дошли до Шинлу из Академии Джай Лонг, Эрнеста из Галахатфорта, Камилы и Эрнеста из Аля, и самое главное, Сильвии из Королевы Бейл, которые начали думать, как использовать эту очевидную слабость Аята. В другом месте Присциллия проснулась и узнала о поражении ее и ее сестры, а также о том, что Аята уничтожил грабишь и ад, что ее немного позабавило. Хотя Ирен не будет наказана за уничтожение орка, она была разочарована, но готова принять любые последствия за то, что не смогла выплатить долг. Несмотря на это, Присциллия сказала, что наконец-то решила, что не хочет, чтобы Ирен ее защищала. Но она хочет стать достаточно сильной, чтобы сражаться рядом с ней, если не сильнее самой Ирен, к радости ирландским. Аята, с другой стороны, понял, что в обозримом будущем не сможет нормально двигаться. Однако он все равно был полон решимости быть рядом с Алексией, несмотря ни на что, и Алексия пообещала ему, что тоже будет рядом.